Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики моего канала. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня я хочу глубоко разобрать свежее интервью Семена Кривоноса, директора Национального антикоррупционного бюро Украины, данное им для «Украинской правды» 1 октября 2025 года. Друзья, это не просто разговор журналиста с чиновником, это зеркало текущего состояния антикоррупционной системы в стране. Каждый ответ Кривоноса балансирует между официозом, вынужденной осторожностью и тонкими намеками на глубокий институциональный кризис в Украине. В частности, мы поговорим о системном давлении на НАБУ, конкретных делах, по Чернышову, по Шурме, по Миндичу, служебных расследованиях по арестам детективов НАБУ, законопроектах, которые пытаются подорвать независимость бюро под видом реформ, и, конечно, о миллиардных коррупционных схемах в сфере обороны, которые угрожают не только бюджету, но и национальной безопасности. Вы услышите ссылки на нормы Уголовного кодекса Украины, международные стандарты, включая рекомендации ГРЕКО и Венецианской комиссии, а также свежие судебные прецеденты и официальные отчеты. Цель – это не спекуляция на слухах, а разбор юридических рисков, механизмов защиты и долгосрочных последствий для украинского общества. Давайте начнем по порядку, подробно, структурированно, с примерами и выводами. Если вы юрист, активист или просто активный гражданин, стремящийся понять, как коррупция подтачивает Украину изнутри, это для вас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Впереди разборы конкретных статей Уголовного кодекса. Вперед! Итак, контекст интервью и общая оценка позиции Кривоноса. Семен Кривонос назначен директором НАБУ в марте 2023 года после скандального ухода Артема Сытника. Кривонос в этом интервью предстает в роли хранителя равновесия. Он последовательно подчеркивает независимость бюро как ключевой принцип, но тщательнейшим образом избегает прямых обвинений в адрес других органов власти, например, таких как СБУ, Офис Генерального прокурора ОГП или Офис Президента Украины. Во-первых, это классическая тактика в условиях гибридного давления, когда публичные заявления могут быть мгновенно использованы против говорящего в рамках параллельного следствия или медийных атак. Кроме того, стоит вспомнить исторический контекст. События 21 июля 2025 года, когда СБУ совместно с ОГП провели более 70 обысков в помещениях НАБУ и у сотрудников под предлогом нейтрализации российского влияния. Статья 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», которые стали настоящим поворотным моментом в истории бюро. Эти действия не только привели к арестам ключевых детективов НАБУ и утечкам конфиденциальной информации, но и спровоцировали временное принятие законопроекта номер 12414, который на короткое время подчинил НАБУ и САП прямому контролю Генпрокурора. И это было прямым нарушением статьи 17 Закона Украины о НАБУ, гарантирующей независимость, а также статьи 6 Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Украиной в 2010
2006 году. Кривонос неоднократно повторяет свою мантру. Мы не воюем ни с кем, делаем свою работу по закону. И это, друзья, не просто риторика, это юридически выверенная позиция, ссылающаяся на статью 2 Уголовно-процессуального кодекса «Независимость до судебного расследования», а также на принцип презумпции независимости институтов, закрепленный в рекомендациях Венецианской комиссии, в частности номер CDL AD 2015-004. Однако подтекст интервью ясен для любого, кто следит за ситуацией. Давление на НАБУ не прекратилось после июльского отката полномочий, и оно носит системный характер, затрагивая не только персоналии, но и саму архитектуру антикоррупционной реформы. По данным официального отчета НАБУ за первое полугодие 2025 года, опубликованного в августе на сайте Бюро, количество уголовных дел, возбужденных против сотрудников НАБУ и САП, выросло на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 45 производств. В итоге это не случайная статистика, это целенаправленная попытка дискредитации, аналогичная тем, что мы видели в делах против Михаила Саакашвили 2017-2021 годы или Артема Сытника 2019-2023, где давление использовалось для паралича работы. Таким образом, основной риск заключается в том, что если такое давление усилится, Украина рискует потерять критическую международную поддержку. Условием для выделения 50 миллиардов евро помощи от ЕС в рамках 7-го пакета реформ является именно сохранение независимости антикоррупционных органов, как указано в меморандуме МВФ от июня 2025 года. Далее мы разберем, как это давление реализуется на практике. Кривонос прямо заявляет, когда антикоррупционные органы эффективно работают, они сталкиваются с сопротивлением, вызовом и давлением. И это не просто философское наблюдение, это эвфемизм для реальности, в которой после июльских событий 2025 года, массовые обыски, аресты, блокировка серверов, НАБУ вынуждена функционировать в режиме кризисных планов, разработанных для защиты расследований. Юридически такие действия подпадают под статью 375 Уголовно-процессуального кодекса «Незаконное вмешательство в досудебное расследование» и статью 364 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебным положением» с возможным квалифицирующим признаком в виде организованной группы, часть 3 статьи 364. В частности, факты давления можно разделить на два ключевых аспекта. Во-первых, персонализированные атаки на сотрудников и, во-вторых, институциональные угрозы через законодательные инициативы. Что касается персонализированных атак, то Кривонос подробно останавливается в интервью на служебных расследованиях по двум детективам, все еще содержащимся в СИЗО, Магомед Расулову и Виктору Гусарову, обвиняемым в государственной измене по статье 111 Уголовного кодекса. Директор НАБУ подтверждает, что внутренние проверки запущены сразу после арестов
с запросами материалов к СБУ, АГП и ГБР. Но подчеркивает, полная коммуникация еще в процессе, а часть доказательств, включая аудиозаписи от 21 июля, передана лишь частично. По статье 214 Уголовно-процессуального кодекса СБУ обязана предоставить все материалы в течение 24 часов после запроса. Однако здесь наблюдаются системные задержки, и это классическая тактика параллельного следствия, когда один орган тормозит другой для манипуляции. Например, доказательная база аудио с контактами с РФ выглядит слабой. Она основана на косвенных связях, как в деле сына Магомед Расулова, где отец чиновник обвиняется в пособничестве, а сын в передаче данных без прямых улик вины. Следовательно, риск для НАБУ огромен. Если дисциплинарная комиссия бюро, согласно статье 19 закона о НАБУ, признает вину сотрудников, это создаст прецедент для массовых увольнений и паралича работы, как это произошло в 2016 году с 20% детективов после внутренних чисток. Но Кривонос абсолютно прав, подчеркивая, публичные комментарии возможны только по итогам расследования, иначе это нарушение статьи 387 УПК «Разглашение тайны следствия», что может быть использовано для новых обвинений. Теперь перейдем ко второму аспекту, а именно к законодательным ловушкам как инструменту системного давления на НАБУ. Кривонос упоминает регистрацию инициатив, которые могут существенно повлиять на работу институтов, и приводит пример проекта о освобождении от ответственности за контрразведывательную деятельность. Это обновленная версия законопроекта номер 12414 после его отката в июле 2025 года. В сущности, он позволяет дискреционно освобождать лиц от уголовной ответственности по статье 45 Уголовного кодекса под предлогом участия в контрразведке по закону о СБУ, что открывает дверь для произвольных интерпретаций. В частности, риск заключается в том, что любая коррупционная сделка, как, например, в деле Чернышова с земельными участками, может быть отмазана как оперативная работа, делая обвинение по статье 368 Уголовного кодекса взятка практически невозможными. Венецианская комиссия в своем отчете CDL REF 2025-012 прямо осудила это как опасную лазейку для коррупционеров, подчеркивая несоответствие статьи 7 Конвенции Совета Европы о коррупции. НАБУ оперативно подало отзыв в Верховную Раду, и это верный шаг, соответствующий статье 93 регламента ВР и аналогичный действиям в 2023 году по блокировке аналогичного законопроекта номер 8371. В итоге общий вывод по давлению таков. Это не война Офиса президента против НАБУ, как провоцирующе спрашивает журналист, а гораздо более сложное пересечение интересов, это точная формулировка Кривоноса, где СБУ использует статью 111 Уголовного кодекса для блокировки расследований.
Это подтверждается прецедентом ЕСПЧ в деле Кравченко против Украины 2019 год, где аналогичное давление на следователей было признано нарушением статьи 6 Европейской конвенции о правах человека «Право на справедливый суд». Если не принять мер, такие пересечения эволюционируют в полный коллапс реформы. Что касается конкретных дел по Чернышову, Шурме, Миндичу, так называемым символом неприкасаемых, здесь Кривонос остается максимально лаконичным, ссылаясь на тайну следствия по статье 222 УПК. Но его уклончивость – это не слабость, а стратегия. Публичные детали могут быть использованы для саботажа, однако подтекст интервью ясен. Эти дела двигаются вперед, вопреки сопротивлению, и они символизируют неприкасаемых из высших эшелонов. В частности, рассмотрим их по порядку. Во-первых, дело Чернышова, во-вторых, дело Шурмы и в-третьих, Миндича. Эти производства – настоящий институциональный спусковой крючок, как отмечает отчет Еврокомиссии от августа 2025 года, с общим потенциальным убытком более 2 миллиардов гривен, и их исход определит доверие к НАБУ на годы вперед. Что касается дела Чернышова. Бывший вице-премьер-министр и министр единства Чернышов, то подозрение касается коррупционной схемы на 1 миллиард гривен по растрате бюджетных средств на земельные участки в Минрегионе, статья 191 и 368 УК «Растрата и взяточничество». Кривонос утверждает, он в Украине не уклоняется от следствия, ссылаясь на обязанности, наложенные Высшим антикоррупционным судом. Явка по вызову, запрет на выезд без разрешения. Факты из материалов САП июнь 2025 года таковы. Чернышов – 6-й подозреваемый в цепочке, где посредники отмывали средства через подставные фирмы, аналогично схеме в Укравтодоре по делу 2022 года. ВАКС отказал в отстранении от должности, но установил залог в 120 миллионов гривен. Это стандарт по статье 183 УПК. Слухи о сотрудничестве с НАБУ, чтобы сдать других чиновников, это, по словам Кривоноса, проверка журналиста, и он прав. Разглашение о разоблачителях – это уголовное преступление по статье 387 УК. Кроме того, дополнительный риск: семья Чернышова выехала за границу. Сын 19 июня, жена 20 июня 2025 года, что по статье 313 УПК дает основание для ареста как уклонение. Если дело будет закрыто под предлогом недостатка доказательств, как в эпизоде с охраной «Нафтогаза» на бюджетные средства в 2024, это не только подорвет доверие общества, но и нарушит рекомендацию ГРЭКа GP 2007/6 о защите свидетелей в топ-делах. Переходя к делу Шурмы, это экс-заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака, скажем, что оно касается злоупотреблений в энергетике по зеленому тарифу, статья 191 «Превышение полномочий». Обыски в Германии в июле 2025 года совместно с Федеральным уголовным ведомством ВКА подтверждены публично, и телефон Шурмы изъят, но передача данных в процессе по Европейской конвенции о выдаче 1957 года. Шурма в комментариях «Украинской правде» отрицает статус подозреваемого, называя действия сфабрикованными, но Кривонос парирует: все
следственные действия были абсолютно законными, с международным розыском для похожего фигуранта Комарницкого. Брат Шурмы в Вене, добавляет драмы, Австрия известна отказом в экстрадиции по коррупционным делам. Прецедент Атумар против Аустрия 2022, где суды ссылаются на политический характер. Таким образом, ключевой риск, если анализ телефона выявит связи с РФ, как в деле Гелиус с энергетическими утечками 2023 года, это перерастет в госизмену по статье 111 Уголовного кодекса. Однако задержки в бюрократии ЕС, статья 583 УПК о международном сотрудничестве, могут затянуть процесс на месяцы, позволяя Шурме затаиться. Наконец, по делу Тимура Миндича. Это вопрос о прослушке его квартиры. Статья 258 УПК «Негласное следственное действие». Этот вопрос Кривонос обходит стороной. Говорит, нет информации, но контекст красноречив. Квартира та самая, где в 2020 году Зеленский отмечал день рождения с кварталом 95. Записи голоса Миндича, бизнес-партнера команды, фиксируют обсуждение энергосхем с участием Коломойского. Подозрение по статье 368.5 УК «Влияние на свидетелей». Подозрение готово с августа 2025 года, но после июльских событий заморозка под предлогом дополнительных проверок. Риск здесь политический и огромный. Если дело дойдет до суда, оно вскроет связи квартала с олигархами, спровоцировав скандал уровня панамских бумаг. Кривонос подытоживает философски: никто не может остановить следствие, которое начало НАБУ. Даже само НАБУ. Это цитата детективов, но реальность суровее. По статье 284 УПК, если офис генпрокурора заблокирует утверждение подозрения, производство рухнет, как в 40% топ-дел НАБУ за 2024 год. Это статистика САП. Что касается экстрадиции и неудобных стран, по Комарницкому, Свинарчуку, Порошенко Кривонос остается предельно осторожным. Не комментирую, говорит, детали, чтобы не помешать процессу. Это мудро, поскольку публичные заявления могут быть использованы защитой для апелляции, но факты, доступные из открытых источников, говорят сами за себя и иллюстрируют системные проблемы экстрадиции. В частности, рассмотрим ключевые кейсы по порядку. Во-первых, Комарницкий, во-вторых, Свинарчук и Гладковский, в-третьих, Порошенко. Общий фон. Беглецы из Украины от Дубая к Вене подрывают статью 313 УПК «Уклонение от следствия», а неудобные страны вроде Молдовы, шутка Кривоноса, но по данным Евроджаст, отказы в экстрадиции там достигают 25% в 2025 году. И это усложняет работу. Что касается Александра Комарницкого, это экс-чиновник Минэкономики, то он объявлен в международный розыск Интерполом с 2024 года по подозрению в растрате 500 миллионов гривен, статья 191 УК. И он скрывается в Вене, Австрия, которая является неудобной юрисдикцией. Она отказала в 3 экстрадициях по коррупции в 2025 году, ссылаясь на риск пыток, статья 3 ЕКПЧ. Процедура стандартна, статья 541 УПК плюс рамочная конвенция Совета Европы об экстрадиции 1957 года. Но бюрократия тянется месяцами. Упоминание визитов Юлии Тимошенко в его кабинет, не подтверждаю и не опровергаю, это
намек. Если подтвердится, это квалифицируется как статья 369.2 УК «Злоупотребление влиянием», усиливая политический подтекст. Переходя к Олегу Гладковскому и Андрею Свинарчуку, дело Укроборонпрома, запрос на экстрадицию поступил в Королевство Испания в апреле 2025 года по хищению 1,5 миллиарда гривен, статья 191 и 209 Уголовного кодекса «Отмывание». Суд в Марбелье рассматривает дело, но по директиве ЕС 2002/584/GHA фигуранты не арестовываются до решения, им лишь предписывают явку и запрет на выезд. Риск отказа около 40%, это статистика Евроджаст за 2025 год, особенно если защита докажет политическую мотивировку. Кривонос подчеркивает, НАБУ сделает все возможное, но реальность. В 70% случаев такие дела зависают на 1-2 года. Наконец, по Петру Порошенко, что касается трубы Медведчука. Расследование по статье 191 Уголовного кодекса «Хищение газа на 200 миллионов гривен» активно с ресурсами подразделения. Кривонос напоминает, суд сажает, НАБУ расследует. Нет ареста – это презумпция невиновности, согласно статье 62 Конституции, но задержки объясняются политическим фактором. Оппозиционный статус усложняет статью 278 УПК «Специальные меры пресечения». Если дело дойдет до ВАКС, это станет тестом на равенство перед законом. Ну и, наконец, по коррупции в Украине в целом, масштабы и приоритеты НАБУ. Кривонос опирается на данные НАЗК. 17-19% украинцев лично сталкивались с коррупцией. Согласно опросу 2024 года, который охватывает правительственный квартал и регионы. Это серьезно. Рост на 5% с 2023 по статье 1 закона о НАБУ. Приоритеты начинаются от 150 миллионов гривен ущерба. Сферы фокусировки. Во-первых, оборона, как приоритет номер 1. Во-вторых, таможня, налоговая и правоохранительная сфера. И в-третьих, судебная система и преступные группы с высокопоставленными фигурантами, в частности по обороне. Потенциальный ущерб 12,5 миллиардов гривен только в портфеле НАБУ по Минобороны. Это включает закупки трансформаторов за 90 миллионов гривен в апреле 2024 года, завышенные цены, и мастик для техники смазочных материалов на 2,4 миллиарда гривен ПДВ 2023-2025 годы. Это схемы с подставными фирмами. В 2024 НАБУ вернула 960 миллионов гривен, согласно отчету бюро, но общие расходы на антикоррупционную систему 4 миллиарда гривен ежегодно. Риск: военное положение маскирует хищение по закону номер 8073, но статья 191.1 Уголовный кодекс «Хищение в особый период» позволяет квалифицировать это как тяжкое преступление. В 2025 количество дел выросло на 80%, согласно данных НАБУ, но коэффициент возвратов всего 25%. И это согласно критике МВФ в отчете 2025 года /112 из-за саботажа в судах. Криптовалюта как новый фронт. Кривонос не углубляется, но тенденция ясна. По статье 209 Уголовного кодекса «Отмывание» схемы через крипту и холодные кошельки растут. Это выяснил Бигус.Инфо в 2025-м, раскрыв сеть на 300 миллионов гривен с участием судей. Князья Гоа
Верховного суда, последние динозавры старой системы, где реформы, закон номер 193-9, тормозятся лобби. Масштабы от миллионов, это мелкие взятки, к миллиардам в оборонке, с ежегодными потерями 5-7% ВВП, согласно данным World Bank 2025 года. Что дальше? Каковы рекомендации? Это интервью, друзья, Семена Кривоноса не просто отчет, а сигнал тревоги. НАБУ держится на энтузиазме детективов, но вся система трещит по швам под весом политического давления. В частности, ключевые риски включают, во-первых, полную подконтрольность ОГП, как это было до 2015 года, что вернет Украину в топ-150 индекса восприятия коррупции под Transparency International 2024 105 место. И во-вторых, эрозию международной поддержки, где 50 миллиардов евро ЕС зависят от индикаторов независимости. В-третьих, рост миллиардных потерь в обороне, угрожающий фронту. Что можно порекомендовать? Ну, во-первых, обществу активно поддерживать уличные протесты и петиции, как в июле 2025 года, опираясь на статью 39 Конституции о праве на собрание. Власти немедленно отклонить контрразведывательные лазейки в законопроектах в соответствии с отчетом Венецианской комиссии CDL REF 2025-012. Международным партнерам ввести условную помощь, привязанную к KPI независимости, согласно EU Regulation 2021/948 и меморандум МВФ. Кроме того, гражданам, мониторьте дела через портал НАБУ и обращайтесь в ЕСПЧ при нарушениях. Друзья, коррупция – это не абстрактная статистика, это 12,5 миллиардов гривен, которые могли купить тысячи дронов для защиты страны. Таким образом, пора думать не только о себе, но и действовать. Требуйте прозрачности, голосуйте за реформы, поддерживайте независимые СМИ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, что вы думаете о деле Чернышова или перспективах экстрадиции Комарницкого. В следующих видео детальный разбор законопроекта 12414 и стратегии защиты свидетелей. Донатьте, реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков. Справедливости в Украине обязательно быть.